Всех приветствую, дорогие друзья, на канале PakeMaker. С вами, как всегда, я, Михаил. Начинаем следующую новостную неделю по таким играм, как Euro Truck Simulator 2 и American Truck Simulator. Сегодня мы рады поделиться с вами дополнительной информацией о проекте, над которым мы работаем уже некоторое время. Обновление DLC Скандинавия. Мы намекнули на его существование во время нашего недавнего специальной прямой трансляции на Рождество 2024 года. Поэтому мы решили, что можем рассказать о нем подробнее. Мотивацией для запуска такого проекта было стремление приблизить присуществующий контент DLC Скандинавия к нашим текущим стандартам, чтобы когда вы будете проходить через него по пути в новый регион, охватывающий DLC Северные горизонты, разница не была слишком резкой. Скандинавия — один из наших самых популярных и старых дополнений для ETS 2. Было продано более 5 миллионов копий. Мы хотели бы обновить Скандинавию, чтобы приблизить этот регион по качеству к нашим новым дополнениям. Мы не стремимся к полной переработке, не хотим внести значительные изменения. Переодеть регионов в обновление, текстуры и технологии. Это позволит игрокам плавно переключаться между Скандинавией и нашими грядущими дополнениями Северные горизонты. Какие изменения и дополнения появятся в этом проекте? Наша команда по доработке усердно трудится над обновлением региона с помощью обновленных материалов для растительности, текстур дороги, различных объектов и многого другого. Мы также создаем и добавляем несколько новых остановок для отдыха и заправок вдоль дорожной сети, а также новые и обновленные дорожные развязки. В то время как некоторые места получают лишь космические улучшения, некоторые будут переработаны с нуля. Хотите пример? Мы рады сообщить, что команда будет перерабатывать столицу Дании, Копенгаген. Как и в предыдущих проектах по переработке, старая версия города была удалена и воссоздана с нуля. Это, несомненно, важная задача для команды, но конечный результат, несомненно, стоит затраченных времени и усилий. Мы с нетерпением ждем возможности поделиться дополнительной информацией и скриншотами о ходе обновления дополнения Скандинавии для Euro Truck Simulator 2, которое в конечном итоге станет бесплатным обновлением для всех владельцев этого дополнения. Следите за нашими официальными каналами в социальных сетях, чтобы быть в курсе последних новостей обо всех наших будущих проектах для ETS 2 и ATS, а также продолжайте перевозить грузы. Ссылочка на данный DLC Скандинавия будет в описании данного видеоролика. Волшебный рождественский сезон давно прошел, как и в нашем мероприятии. Последние пару недель наше сообщество изо всех сил старается выполнить свои индивидуальные и общественные задачи в связи с этими мероприятиями. Мы с большой гордостью можем сказать, что вам удалось достичь цели сообщества, затратив уйму свободного времени. Теперь давайте взглянем на некоторые статистические данные. Но сначала огромное спасибо всем, кто принял участие в рождественской акции в этом году. Даже если вы не закончили все эти задания, было так здорово видеть, как много из вас погружаются в игру, делятся скриншотами видео и просто веселятся, как только начинается акция. И вы всегда удивляете нас тем, как быстро достигается цели сообщества. Это просто невероятно. В общей сложности вы доставили более 1,5 миллионов рождественских посылок. 270 тысяч игроков приняли участие в событии возвращения в зимнюю страну. И более 114 тысяч из них выполнили все 15 заданий и достигли своих индивидуальных целей. Хотя это показатель не был расширяющим фактором, мы делимся им просто ради забавы. Вы проехали впечатляющие 251 миллион 294 тысячи 135 километров, перевозя рождественские грузы. Мы также хотели бы поблагодарить потрясающую команду, которая организовала мероприятие возвращения в зимнюю страну в 2023 году. Вы задали высокую планку с помощью рождественского мероприятия «Зимняя страна», а в этом году вам удалось поднять ее еще выше, так как погода в зимней стране заметно изменилась. Водители грузовиков столкнулись с более длинными и солнечными днями, чем раньше, но также и со снегопадами. В рамках этого приключения водителям нужно было помочь спасти подарочные наборы, которые были потеряны во время с предыдущей метели. Нам не терпится увидеть, что вы придумали для предстоящего рождественского сезона. И давайте не будем забывать о милых рождественских подарках. Мы очень надеемся, что они вам понравились и наполнили ваш грузовик праздничным духом. Ваш энтузиаст не только сделал это мероприятие успешным, но и вдохновил нас на новые свершения в будущем. Мы очень ценим вашу постоянную поддержку и с нетерпением ждем новых совместных приключений. Не забывайте следить за нашими новостями в Twitter, Facebook, Instagram, Black Sea и YouTube. Продолжайте в том же духе.
Вы управляли грузовиками, а теперь посмотрите, где они производятся. Сегодня мы рады представить в новом эпизоде нашей серии Saints Row. Присоединяйтесь к нам в Кливленде, штат Северная Каролина, США, где у нас была уникальная возможность посетить североамериканский завод по производству грузовиков Daimler Trucks. Мы с радостью поделимся с вами нашим лучшим сообществом, нашим опытом. Присоединяйтесь к Немеру, нашему менеджеру по связям с общественностью и маркетингу, и Тимоти Холлу из Daimler Trucks North America. И они переведут для вас подробную экскурсию по производственной линии, где ежедневно с завода выезжают грузовики. Вы узнаете все о том, как эти грузовики собираются за короткое время, начиная с шасси и заканчивая установкой кабины и выполнением индивидуальных заказов в соответствии с потребностями клиента. Это, безусловно, невероятное зрелище. Ссылочка на данный видеоролик находится в правом верхнем углу экрана. Мы хотели бы поблагодарить наших партнеров из Daimler Trucks и Western Star Trucks за то, что они пригласили нас и позволили нам снять закулисную съемку на их производственном предприятии. Мы многому научились. Если вам понравился этот выпуск, подпишитесь, поставьте лайк и оставьте комментарий. Да как это действительно помогает нам в создании будущих выпусков и видео. До новых встреч, продолжайте в том же духе. Дорогие друзья, желаете меня поддержать? Подписывайтесь на Boosty. Вы сможете увидеть файлы момент с прохождений. Также прохождение уникальных игр, расписание видеороликов и доступ к закрытому телеграм-каналу, где будут реал-контент. Прямо сейчас есть 20 бесплатных мест. Так что успейте написать мне в ЛСВК. Ссылочка находится в описании данного видеоролика. Штат Миссури также известен как штат показывателей. И сегодня мы рады показать вам некоторые из созданных на заказ депо, для этого предоставляющих дополнение к карте для American Truck Simulator. Во время ваших будущих поездок в Миссури вы сможете доставлять товары на некоторые из наших специализированных складов, таких как животноводческие фирмы, растениеводческие фирмы, элеваторы и речные порты. Многие из этих отраслей промышленности вдохновлены реальными локациями в Миссури и имеют специальные места погрузки и разгрузки для каждого типа груза, находящегося там. Чтобы поделиться более подробной информацией об их создании, мы поговорили с некоторыми участниками команды о том, как воплощаются в жизнь эти полицейские хранилища. Все начинается на этапе подготовки к выпуску дополнения, говорит Лукас, один из наших дизайнеров карт, руководитель разработки дополнения, сотрудничает с исследовательским отделом и командой по созданию пользовательских депо, чтобы выбрать потенциальных кандидатов для пользовательских депо. После этого ответственные члены команды создают инструкцию для дизайнеров карт, в которых указывают такие детали, как назначение депо, его работы в реальной жизни, какие грузы туда поступают и откуда выходят, а также какие объекты, здание или механизм там можно найти. Кульминацией процесса является создание подробного прототипа на бумаге. С помощью этого документа местоположения на карте и инструмента для редактирования карт. Разработчики карт готовы воплотить эти склады в жизнь. Многие локации основаны на реальных прототипах, продолжает Лукас, и мы всегда стремимся найти баланс между реализмом и креативностью. Наша главная цель – сделать игровой процесс увлекательным для игроков, сохраняя при этом ощущение аутентичности. Одна из самых сложных задач – соблюсти масштаб нашей игровой карты. Хотя нам нравится это обширных промышленных зон, бескрайних кукурузных полей и обширных лесных массивов, мы должны учитывать ограниченные карты, балансировать эти элементы одновременно, придумывая интересные места для парковки и органично выписывая их в индивидуальный проект. Всегда непростая задача. Несмотря на трудности, Лукас считает этот процесс полезным. Это весело, говорит он. В конце концов, это похоже на маленький процесс разработки в рамках большой разработки игры. Мы сотрудничаем с другими отделами, такими как отдел по созданию ресурсов, программисты, тестировщики, исследователи и многие другие, чтобы объединить все в единое целое. Лично я всегда стараюсь проектировать склады так, как я хотел бы их видеть в игре. Мне нравятся уникальные пользовательские хранилища и реалистичный подход как к визуальной составляющей, так и к игровому процессу. Наконец-то мы всегда стараемся прислушиваться к мнению сообщества.
Мы надеемся, что вам понравилась эта информация о специальных депо, которые появились в дополнении Миссури для American Truck Simulator. Обязательно следите за блогом, так как это единственная статья на эту тему. Если вам это интересно, подумайте о том, чтобы добавить дополнение Миссури в свой список желаемых в Steam, так как это действительно поможет поддержать наши будущие релизы. Спасибо, что читаете, и до новых встреч. Ссылочка на данный DLC Миссури будет находиться в описании данного видеоролика. Сегодня мы рады представить вам уникальный и особенный блог для нашего лучшего сообщества когда-либо. Этот пост знаменует особый начало такого, что, как мы надеемся, станет новой серией блогов. Мы хотели бы познакомить вас с Коннором, также известным как Капитан Кон, давним участником нашего сообщества American Truck Simulator и страстным любителем грузовиков. Невероятное путешествие Коннора тесно связано с АТС, привело его к опыту, о котором он и мечтать не мог. Мы встретились с ними, чтобы узнать больше о его истории, и теперь мы с радостью делимся ее с вами. Давайте погрузимся в нее. Коннор уже пару лет играет в наши игры и делится историей о том, как он в них влюбился. Я вырос, играя в оригинальную Евротак Симулятор на нашем семейном компьютере в офисе. Я помню, как играл на стандартной клавиатуре и мыши и наслаждался каждой минутой. Как только вышел АТС, я купил его. Хотя мой ноутбук издавал звук взлетающего космического корабля, когда я запускал игру, мне все равно нравилось. Я сделал перерыв на несколько лет, но во время пандемии COVID вернулся к этому занятию и вложил деньги в установку руля и под педали, и это изменило мою жизнь. С тех пор я приобрел трекер для отслеживания взгляда и переключатель передач, чтобы дополнительно свою текущую обстановку. Мы также спросили Коннора о его любимых грузовиках и дополнениях к игре. Мой любимый грузовик — это красивый Western Star 57X. На данный момент моими любимыми дополнениями к игре являются дополнения Техас, и я с нетерпением жду будущих дополнений, так как мой родной штат Иллюсион. Проведя сотни часов за играми American Truck Simulator и Euro Truck Simulator 2, Коннор захотел попробовать себя в реальной грузоперевозке. И это стало важным благодаря Western Star и их уникальному мероприятию Star National Academy Express 2024, на котором в прошлом году они также пригласили 2 членов нашего сообщества ТС, и Коннор был одним из них. Я узнал о Star National Expedition на экране загрузки в игре, и это выглядело как весело и авантюрным приключением. Я всегда хотел водить настоящий грузовик или хотя бы посидеть в нем, и я знал, что это может стать моей возможностью. Я был потрясен этой возможностью и очень рад, что меня выбрали. Это было по-настоящему замечательным опыт. И я не могу в достаточной мере поблагодарить всех от SSO Western Star и всех, кто работал за кулисами, чтобы это стало возможным. Возможностью сесть за руль мощного грузовика, подобного Western Star, было безумной и захватывающей. Если вы хотите узнать больше о Star National Express, вы можете посмотреть SSO Road, который записан Неймером и Марком, участвующим в этом удивительном мероприятии. Ссылочка, напоминаю, находится в правом верхнем углу экрана. Хотя Коннор впервые сидел за рулем настоящего грузовика, ему удалось выиграть одно из испытаний по вождению, обойдя всех остальных, включая Марка. Одно из испытаний включало движение задним ходом по крутому склону. Одной из новых функций грузовика был режим ползущего движения, которое позволяло медленно двигаться задним ходом по склону, не нажимая на педаль газа. Мы медленно двигались назад, и нам нужно было остановиться в определенном месте, чего не задев. В итоге я оказался ближе всех к финишу, но не пересек его, а значит я победил в этом соревновании. Ближе к концу мероприятия одному из участников Кейсли Ладелела пришла в голову идея помочь Коннору, получив дополнительные права вместе с ними и Western Star, так как это было одной из его давних мечтаний. В настоящее время я работаю над получением водительских прав. А пока все идет хорошо, но это требует много времени на изучение различных деталей и функций грузовика, таких как пневматическая тормозная система. В этом месяце я собираюсь сдать экзамен на получение водительских прав, а затем после этого успешной сдачи начну обучение вождению. Моя цель — закончить обучение в течение следующих нескольких месяцев, так как я продолжаю работать на полный рабочий день на неделю, а также провожу время со своей девушкой и семьей.
Коннор хотел бы совместить свою нынешнюю работу с перевозками на грузовиках. В настоящее время я работаю на заводе по производству стальной стрежней, и мы ценим днями, видим, как приезжают и уезжают грузовики. Моя цель — перевозить небольшие грузы для своей компании и помогать, когда могу, при этом продолжая работать по основному месту работы. Кроме того, я планирую снимать видео на YouTube, чтобы вдохновлять других молодых водителей, сделать шаг вперед и получить водительские права. Вы уже можете подписаться на Капитан Кон на YouTube прямо сейчас, так как он в основном создает контент в ВТС. Я начинал создавать контент официального около года назад. Мне нравится общаться с другими в колоннах, а также в комментариях или в чате. Я многому научился, просто общаясь с другими о грузовиках и учась водить машину с механической коробкой передач. Я даже снял несколько видео, на которых моя девушка управляет грузовиком, и немного рассказал ей об игре и потрясающих возможностях, которые они открывают, не забывая при этом получать удовольствие. В конце мы хотели бы передать послание Коннор, он же Капитан Кон, в нашем лучшем сообществу на свете. Продолжайте наматывать километры, будь то в ВТС или просто путешествовать с друзьями. Наслаждайтесь временем и опытом, который вы получаете в дороге. Спасибо всем, кто меня поддержал. Я с нетерпением жду продолжения этого потрясающего опыта и возможности отплатить вам в будущем. Не забывайте подавать заявки на участие в Star National Expedition в следующем году, когда откроется прием заявок. Прежде чем вы уйдете, мы хотели бы сказать вам еще кое-что. Если у вас есть похожая интересная история на жизнь, как у Коннора, связанная с нашими играми, мы будем очень рады ее услышать и, возможно, рассказать о ней в нашем блоге, как мы сделали сегодня. Так что свяжитесь с нами, подписывайтесь на нас в Twitter, Facebook, Instagram, Galaxy и YouTube, чтобы не пропустить новые новости. Берегите себя за рулем. Финляндия – одна из самых северных стран в мире, известна своей захватывающей дух природы, красотой, обширными лесами и богатыми культурными наследиями. В сегодняшнем блоге мы подробнее рассмотрим город Оулу, который вы сможете исследовать и доставлять грузы в нашем грядущем дополнении Nordic Horizons для Euro Truck Simulator 2. Будучи одним из старейших городов на севере Финляндии, пятым по величине по численности населения, Оулу предлагает уникальное сочетание архитектурных достопримечательностей и экономического значения, что делает его ключевым местом для водителей грузовиков. Наша команда воссоздала несколько крупных промышленных зон вокруг города, в том числе завод по производству продуктов питания, химический завод. Но это еще не все, ведь вы наверняка откроете для себя гораздо больше, когда сами посетите город. У игроков также будет возможность доставлять грузы в порт Оулу из-за него, где находятся морские, наземные и железнодорожные пути. Будущим крупнейшим универсальным портом в Ботаническом заливе он обрабатывает в среднем 3 миллиона тонн грузов в год, что довольно впечатляет. Этот город также является прекрасным образцом минималистической скандинавской архитектуры, органично вписывается в окружающую природу. Путешествуя по Оулу, вы увидите множество достопримечательностей, в том числе центральный мост через реку Олуойки, железнодорожный вокзал, а также другие примечания, здания и архитектурные сооружения. Вы также сможете полюбоваться прекрасными видами небольших окрестностных островов и бухт, расположенных на западе города. Вы также сможете путешествовать по различным дорожным сетям, в том числе по крупным транспортным развязкам, широкими городскими проспектами и уютными узкими улочками, каждый из которых обладает своим характером и очарованием. Наша команда уделяла особое внимание передаче чистого и простого скандинавского стиля Оулу, сочетанию с окружающей природой и ландшафтом. Мы надеемся, что вам понравился этот предварительный просмотр Оулу, и мы с нетерпением ждем возможности рассказать о других городах, представленных в дополнении Nordic Horizons в ближайшем будущем. Если вам нравится то, что вы видите, подумайте о добавлении предстоящего дополнения в свой список пожеланий на Steam. Это действительно помогает поддерживать наши релизы. До следующего раза продолжайте в том же духе. Ссылочка на данное дополнение будет находиться в описании данного видеоролика. А если вы хотите узнать о разных раздачах на разных площадках, или вот на приложении iOS и других разные промокоды, разные игры, разные площадки, разные халява, то присоединяйтесь к моей группе «Ну просто халявы». Ссылочка находится в описании данного видеоролика. Тут каждый день модерация данной группы, в том числе я лично, вас радуют разными халявами. Ну что, дорогие друзья, на этом новостная неделя закончена. С вами был, как всегда, я, Михаил, с канала Пейкмейкер.
забывайте план действий, которые видите прямо на ваших экранах. Именно лайк, колокольчики и подписка на канал. Всем пока. You want me to